Всем привет! Снова лето, снова цветут красиво розы, и я снова буду их черенковать. Отцветает флорибунда Golden Border, с нее и открою сезон черенкования. Срежу отцветшие веточки и с них нарежу черенки. Черенки обычно нарезаю на 2, 3, либо 4 почки, в зависимости от того, какое расстояние между почками. Здесь 2 почки будет идеально. Когда расстояние между почками маленькое, например, на этом участке было бы 3 или 4 почки, то и черенок я бы соответственно сделала с 3 или 4 почками. Верхний срез черенка буду делать прямой, на расстоянии 1,5-2 см от верхней почки. Нижний лист срезаю полностью. И под почкой делаю срез наискосок. С этой веточки сделаю черенок на 3 почки. Над верхней почкой будет прямой срез. У первого листа сверху оставляю только 2 пластины, остальные все отрезаю. У второго листа также оставляю только 2 пластины. Оставшиеся листики укорачиваю. Нижний лист обрезаю полностью у самой почки. А под почкой делаю срез наискосок. Раз. Чтобы срезы не подсыхали, пока буду нарезать остальные черенки, я их поставлю в стакан с водой. Черенки высажу в грунт. Место здесь тенистое, между флоксами и кустом розы. Полью. Когда вода впитается, снова полью. Для увеличения влажности воздуха накрою черенки 5-литровой бутылкой со срезанным дном. Прошло 2,5 недели. Загляну под крышечку и посмотрю, как там поживают черенки. У них здесь все хорошо. Все с листиками, все зелененькие. Снова закрою крышечкой, пусть дальше укореняются. Крышку закрывать буду не до конца. Начало сентября. Жара ушла, буду выкапывать черенки. Корешки наросли. Чтобы они не подсохли, временно поставлю черенки в стакан с водой. Вот такие корешки нарастили черенки. У кого-то они поменьше, у кого-то побольше, но это не страшно. Главное, что они есть. Посажу черенки в 200-граммовые стаканчики в легкий питательный грунт и поставлю их в теплицу, притенив спанбондом. В первое время буду каждый день опрыскивать водой. Середина октября. У некоторых черенков корневая система освоила 200-граммовые стаканчики, поэтому я их аккуратно перевалю в стаканчики побольше. Полью. Конец ноября. По ночам на улице минусовая температура, поэтому молодые саженцы занесу в прохладное помещение. Здесь они будут и зимовать. А один саженец поставлю на окошко на неотапливаемой веранде. Здесь чуток теплее и значительно светлее.
Весной, в солнечные дни, эта розочка раньше проснется и начнет вегетировать. Начало марта. Саженцы тронулись в рост, начали распускать почки. Поэтому я перенесла их в теплицу, чтобы ростки не повытягивались. Корешки тоже пошли в рост. И из 200-граммовых стаканчиков вскоре я их перевалю в пол-литровые. Есть и такие саженцы в 200-граммовых стаканчиках, которые зиму не пережили. К сожалению, и такое бывает. Саженец, оставленный на окошке, даже сейчас уже значительно отличается от своих собратьев, зимовавших в прохладе. К середине апреля он достаточно хорошо разросся и даже уже забутонился. Высаживать в грунт его пока не буду, пусть чуток потеплеет на улице. Занесу его в теплицу. Здесь и солнечного света, и воздуха значительно больше, чем на веранде. Начало мая. Распустились первые цветочки. Места, конечно же, мало ему в этом стакане. Нижние листики стали желтеть. Сейчас аккуратно посмотрим, какие там корешки. О, корешков уже много. Корешков полный стакан. Десятое мая. На улице значительно потеплело, да и розочки в грунте активно пошли в рост. Пришло время и нашу красавицу тоже высаживать. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока.